России у релокантов будут отнимать имущество. Дубай теперь в зоне риска. Выкупили все акции у миноритарных акционеров, то есть у простых людей, у горняков. Вы себя закопаете еще глубже. Добрый день, уважаемые подписчики и зрители нашего канала. Сегодня я хочу провести стрим на фоне двух новостей, которые произошли буквально несколько дней назад. Они касаются релокантов, всех уехавших из России, бизнесменов, предпринимателей, простых людей. Начну с того, что прочитаю обе новости. Значит, первая новость. В России у релокантов будут отнимать имущество за все административные правонарушения. Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин написал пост о негодяях, то есть об уехавших и не молчащих. Он пообещал, что на следующей неделе парламент приступит к рассмотрению законопроекта, предусматривающего усиление административной ответственности в отношении тех, кто находится за границей. Привлекать к ответственности будут по всем видам административных статей, в том числе пропаганда или публичная демонстрация нацистской атрибутики или символики, дискредитация вооруженных сил Российской Федерации, злоупотребление свободой слова и распространение фейков, несоблюдение обязанностей владельца социальной сети. С тем, чтобы они не могли уклониться от исполнения решения суда, будет предусмотрен арест их имущества. Судя по всему, намечается масштабный отъем собственности, который должен будет коснуться не только бизнесменов, крупных предпринимателей, но и простых людей, простых релокантов. И вторая новость, это новость более свежая. Революция сверху. Совет Европейского Союза радикально расширяет санкционные критерии. Значит, за новостями в 17-м пакете санкций, связанным главным образом с теневым флотом, осталось незамеченным концептуальное изменение санкционного режима Европейского Союза. Совет Европейского Союза меняет в очередной раз критерии для санкций против бизнесменов. Теперь ведущие бизнесмены, вышедшие из бизнеса после 24 февраля 2022 года, по-прежнему считаются подсанкционными, если только они не смогут привести убедительные доказательства обратного, включая заявления, осуждающие действия российской власти. По всей видимости, Европейский Союз уже устал проигрывать в санкционных делах, когда бизнесмены выходят из бизнеса путем продажи или покидания должностей государственной службы, и суд Европейского Союза аннулирует эти санкции за недоказанностью их правомерности. О чем это говорит? О том, что теперь будет намного сложнее доказать непричастность, и тем молчунам, которые выбрались, смогли избежать санкций, находятся на территории Европейского Союза, либо в других безопасных юрисдикциях, теперь будет намного сложнее. В том числе и юридическим лицам, и компаниям, адвокатам, юристам, которые помогают им отчуждать это имущество. Итак, начнем с вопросов. Значит, у нас поступило порядка 30 вопросов, и я буду отвечать по порядку и раскрывать более подробно, более детально эти явления. Первый вопрос. Правда ли, что Россия теперь может видеть и даже влиять на активы своих граждан в Арабских Эмиратах? К сожалению, да. С начала 2024 года Российская Федерация и Арабские Эмираты начали активное правовое сотрудничество в финансовой сфере. Значит, согласно подписанным соглашениям, Россия получила доступ к реестрам собственности, и банки Арабских Эмиратов обязаны реагировать на все запросы Российской Федерации. Возможно, уже есть случаи заморозки, ареста по российским постановлениям. К чему я это говорю? К тому, что вот в разрезе новых инициатив, мы понимаем о том, что если Володин это произнес, инициатива в течение недели, очень короткого времени, превратится из законопроекта уже в принятый закон. И в связи с этим даже за административное правонарушение, то есть ни за что, могут возбудить дело и таким образом сначала приостановить регистрационные действия относительно недвижимости, собственности и активов имущества, а затем вовсе отнять. Поэтому Дубай перестает быть тихой гаванью, это теперь зона риска. Что значит для тех, кто вывел активы в Дубай после начала войны? Это значит о том, что каждый из тех, кто выехал туда очень много людей, чувствует себя в безопасности, кальянные, то есть ведут праздный образ жизни, им кажется о том, что это безопасная зона и с точки зрения сохранения активов и личной безопасности. Дубай теперь в зоне риска. Они могут быть идентифицированы, заблокированы их активы.
и потом конфисковано по запросу российских властей. Краснов там бывает часто, вот, встречается с первыми лицами, то есть не на уровне первых лиц, а с первыми лицами. Это у нас уже есть несколько примеров, особенно если актив оформлен на гражданина Российской Федерации или был куплен после 2022 года, есть признаки там какие-то дискредитации действий российских властей. То есть, ну вот, согласно всех критериев, совершенно спокойно могут сначала ограничить действие регистрационного характера, а затем отнять. Новый закон о конфискации имущества в Российской Федерации за административку. Это реально более чем. Закон уже рассматривается, и согласно принятого ранее закона за дискредитацию армии, там, неправильный репост или пост в Facebook, может последовать совершенно спокойно арест имущества. Даже тем более, если гражданин находится за границей. Причем внесудебно это может происходить, массово может происходить, как это было с деланием Алексея Навального, Кара-Мурзы. То есть это акт экономического террора против всех. Как защитить активы, если против вас возбужден уголовный процесс в России? Ну, первое, что необходимо понимать, необходимо выводить активы из-под юрисдикции Российской Федерации. Значит, создавать защитные конструкции, частные трасты, там, например, в Лихтенштейне, в Люксембурге, то есть в юрисдикции Европейского Союза, фонды, холдинговые структуры. Это в целом позволит перенести титул собственности на третью сторону с полной защитой от ареста и конфискации по простой формуле. Вы больше не являетесь владельцем, вы не собственники, вы бенефициар. Значит, активы, ну, то есть вне досягаемости, если вы вне досягаемости. Соответственно, если вы успели покинуть территорию Российской Федерации, то это очень эффективно. А что делать с имуществом, если оно зарегистрировано на вас лично или на российские компании? Так, ну, первое, необходимо заморозить перемещения всякие. Второе, значит, необходимо создать устойчивую юридическую конструкцию, структуру, в которую можно внести имущество в виде вклада, залога, обязательства. В этом случае можно использовать ордерные векселя, нотариально заверенные долговые обязательства, финансовые инструменты, любые допускаемые на территории Европейского Союза, либо другой юрисдикции, которую вы выберете. Значит, все, что подтверждает права требования, и после этого имущество переходит, то есть его необходимо перенести в траст, это несложно, без прямой привязки к вашей фамилии, что важно. Да? То есть первое правило траста – не раскрывать собственника и конечных бенефициаров. Какие активы можно перенести? Практически любые. То есть начиная от банковских счетов, недвижимости, там, далее компаниях, векселей, долговых обязательств, ценных предметов, даже золото, картины, то есть антиквариат, все, что оценено, все, что имеет ценность, есть подтверждающие документы, все можно перенести. А что делать, если активы уже начали арестовывать или блокировать? Ну, это зависит от стадии. То есть, если арест еще на бумаге, то есть, если пока еще там по имуществу не пошли, не наложены ограничения на действия регистрационного характера, ну вот в этом случае можно вот, предпринимать все действия, о которых я сказал ранее, но если нет, тогда остается только запускать по процедуру оспаривания через международную юрисдикцию в инвестиционно-арбитражные форме. Выбирать, пожалуйста, Лондон, Стокгольм, Вена, Сеул. Достаточно эффективные юрисдикции. Там правильные инстанции судебные с этой точки зрения. А можно ли оформить активы на доверенное лицо за границей? Можно, но это одна из самых слабых форм защиты. Значит, если просто оформить на друга, там, на знакомого и так далее, ну, нередки случаи, когда имущество, активы могут быть отчуждены. Лучше использовать, в этом случае траст независимым управляющим, это, называется трасти, если говорить на юридическом сленге, вот, все действия которого защищены протоколом. То есть вы ограничиваете его действия тем, что он может делать, соответственно, не может. Как в этом случае работают офшоры? Ну, офшор — это слабая история, классический офшор — это слабая история, то есть это, да, можно использовать, причем если вы предпочитаете офшоры, и я еще раз повторю, то есть это не дорогостоящие процедуры, это не дорогостоящая история, да, то есть даже если у вас есть квартира в Москве, открытие создания траста — это недорогая вещь, и если не выбирать самые эксклюзивные с точки зрения репутационных каких-то плюсов юрисдикции, как то Лихтенштейн, Люксембург, то есть, пожалуйста, есть там Прибалтика, Эстония, 600-700 до 1000 евро, и это все покрывает все затраты. Вот, значит, если офшор — это Лихтенштейн, Люксембург, там, Швейцария, там, Франция, то есть, офшор — это слабая история, на самом деле.
Откуда вы располагаете такой информацией? Значит, ну я должен напомнить и, кстати говоря, проанонсировать предстоящие события. Мы порядка года занимаемся защитой горняков Лебединского горно-обогатительного комбината. Андрей Буркин и Виктория Буркина находятся в тюрьмах России. Значит, собственники компании Металл Инвест, ну, основные собственники — это Алишер Усманов и Андрей Скотч, значит, приняли решение, через генерального директора Металл Инвест обратились в суд с тем, что якобы инициативная группа миноритарных акционеров горно-обогатительного комбината вымогали у них деньги, хотя это были переговоры, у нас есть все аудиозаписи, переписки, это были добровольные с обеих сторон переговоры, обсуждались четкие, внятные, конкретные суммы. На суд были представлены аудиозаписи с вырезанными фрагментами. Экспертиза это подтвердила, но это российский суд встал на сторону компании Металл Инвест, потому что заплатили. Вот. И мы порядка года занимаемся их защитой. За год мы собрали и, по сути, раскрыли очень хитросплетенную конструкцию офшоров, трастов и всех упаковок этих олигархов, причем не только Усманов, не только Скотч, там задействованы, мы смогли найти совершенно другие фамилии. Я уверен, что в своем расследовании мы вскрыли много больше, даже чем другие расследователи, не буду называть фамилию, до нас. В данный момент завершен подготовки иск в Лондон на очень большую сумму. Суть иска заключается в том, что в 2007 году мажоритарные акционеры, но в лице Алишера Усманова и Андрея Скотча, принудительным порядком по заниженной цене выкупили все акции у миноритарных акционеров, то есть у простых людей, у горняков. Значит, выкупили по заниженной стоимости. На сегодняшний день оценочная стоимость всех предприятий и компаний, связанных с этой сделкой, она уходит за миллиарды. Ну вот, у нас есть все документы. За чуть менее 20 лет выведены колоссальные суммы, выведены сложно. Отдать должное группе юристов и финансистов, которые работают на этих олигархов, молодцы, нечего сказать, было очень сложно. То есть у нас полгода ушло только на то, чтобы вскрыть все офшоры, трасты, то есть понять для себя всю конструкцию финансового перемещения средств. Ну и в процессе я поднаторел, и мои коллеги поднаторели, но это не только наш труд, благодаря дружеским адвокатским бюро, некоторым представителям власти, да, мы смогли получить доступ, и в данный момент у нас готов иск в Лондоне. Я уверен, что посыпется репутации многих тех, кто себя сегодня позиционирует меценатами, находится под санкциями, вы себя закопаете еще глубже, потому что и Буркина, и Буркина Андрея, Викторию вы посадили. Мы боролись, адвокаты, мы апелляции, и в апелляции сходили, и в кассации сейчас находимся, но понимаем, что бессмысленно, вы напрасно это сделали. Вот, ну, время покажет. Поэтому в процессе я смог и мои коллеги разобраться досконально в этих вопросах. Есть ли примеры тех, кто не успел и все потерял? Да, к сожалению, есть такие примеры. Мы наблюдаем сегодня уже, по сути, завершенный процесс национализации ЧМК, Челябинского металлургического комбината. На данный момент у них завершают отнимать уже личные объекты собственности, квартиры, апартаменты. Вот. Бенефициары успели уехать, ну, скажем, ЧМК, Ариант, по сути, у них отняли без компенсации уголовные дела, то есть они потеряли практически весь бизнес, ну, на что-то понадеялись, не знаю, я изнутри не знаю ситуацию, не хочу давать комментарии. Значит, Данон, Карлсберг, группа компаний, то есть у них тоже все было отнято и передано близким к региональным властям предпринимателей. Можно ли оспорить национализацию или изъятие имущества? Ну, нужно понять еще, что есть национализация сегодня. То есть, на самом деле, критерии настолько размыты, то есть, все, что может быть полезным для военной отрасли, индустрии, могут отнять. Ну, что может, и здесь и продукты, и вещи, и оборудование, инвентарь. То есть, в принципе, для военной отрасли может подойти абсолютно любой бизнес, поэтому и критерии размыты. Значит, оспорить национализацию можно. Значит, согласно международному праву, по сути, это конфискация. Вот. Необходимо подавать иски в инвестиционный арбитраж и отстаивать, значит, свои права там. Это долго, сложно, но, тем не менее, это эффективно. Что делать россиянам, у которых активы все еще в России или в Эмиратах? Значит, ну, не тянуть. Активы необходимо переводить, не тянуть, не откладывать на завтра. В этом смысле я бы рекомендовал использовать защищенные юрисдикции, значит, такие как Люксембург, Австрия, Лихтенштейн, Франция, то есть любая цивилизованная страна.
При этом важно понимать о том, что не все страны а, располагают, то есть перевод активов прав собственности в некоторые страны не дает возможности обращаться в инвестиционный арбитраж. Это отдельная история, отдельная оговорка, то есть необходимо исходить из частных случаев. Значит, ни в коем случае не оформлять на себя, использовать финансовые инструменты, вексели, опционы, то есть есть много доступных финансовых инструментов. Я повторю еще раз, это стрим не для олигархов, то есть те люди, которые располагают там квартирой Бирюлева, условно говоря, дачей, просто там небольшим каким-то накоплением, им эти все инструменты доступны. То есть в этом просто нужно разобраться. Это все доступно, значит, офшоры в простых юрисдикциях, например, в Эстонии, можно оформлять удаленным образом, официально, легально. Отправлять деньги, регистрация происходит срок до 1 недели. То есть это быстро, несложно и эффективно, максимально. Значит, ну и в продолжении к вопросу, значит, в идеале обезличить управление через управляющую платформу или структуру. То есть не управлять самостоятельно. Так, это реклама, зачем рассказывать? Нет, это не реклама, я, в принципе, сам прошел путь розыска, миграции, судов, побед, там, изгнания и так далее. Если бы мне как тогда, в тот момент, была доступна подобная информация, и мне простым языком ее изложили, я бы обязательно ей воспользовался и многого не потерял, как это произошло. Есть ли примеры, когда удалось спасти активы благодаря переводу их в траст, зарубежные структуры, их масса этих примеров. Люди просто не распространяются, тихонько сделали, тихонько продолжают дальше жить. Там, да, вот у нас есть там пример от семьи из Екатеринбурга, они успешно это сделали, крупная IT-компания, то есть много примеров, люди не рассказывают, а сделали и дальше молча продолжают жить. Что такое инвестиционный арбитраж? Это дорого и долго, но это международная судебная процедура между инвестором и государством. Значит, она требует ресурсов, то есть им понятно, естественно, то есть там гарантийное обеспечение довольно-таки высокое, но с точки зрения крупного бизнеса это копейки. Вот. Но в целом может занять и год, и два, и три. То есть это такая довольно-таки сложная процедура. Но если есть иностранное гражданство, там доля там, или доля иностранного гражданина, или траст, или любая другая структура, если отъем прошел без компенсации, то есть это главный критерий, то достаточно эффективно можно обращаться в суд, выбирать из юрисдикции. Вот сегодня традиционно это Лондон, Стокгольм, Вена, Сеул. Вот, обращаться туда. Естественно, разумеется, Лондон, наверное, самая дорогостоящая юрисдикция, хотя тоже зависит там от баристера, зависит от эксперта, зависит, то есть от подхода в целом к вашему делу. Что делать, если я нахожусь в Эмиратах, на меня заведено дело в России? Но вы в зоне риска, однозначно, это ловушка. Значит, необходимо немедленно определиться с защитой. Защиту в этом смысле международную лучше выбирать в странах Европейского Союза, на Западе. Да, потому что мы знаем, не хочу ничего сказать плохого, страна специфическая, люди в полотенцах обладают, ну, у них свой менталитет, у них все по-другому. И там бывает сложнее, много дороже, да, не всегда эффективно. Поэтому в первую очередь, если вы уже знаете об этом, значит, вам необходимо, ну, попробовать обратиться за международной защитой, если дело политического характера. Там есть в Абу-Даби 2 подразделения Организации Объединенных Наций. Первое по борьбе с наркоторговлей и экономической преступности, а второе это управление Верховного комиссара. Но это малоэффективная мера. Почему? Потому что если дело не носит явно выраженного политического характера, абсолютно смысла не имеет. То есть необходимо сделать, что процедура исключения из базы Интерпол, обращение в этом смысле в Комитет по правам человека Организации Объединенных Наций. Там же есть специальные процедуры по правам бизнеса, то есть это единственная эффективная международная структура, решение которой Россия исполняет. Вот. И как можно скорее выбираться оттуда, потому что если экстрадиционный процесс начинается на территории Арабских Эмиратов, мы знаем, и да, есть экстрадиция, но немного случаев, то есть я ни в коем случае не хочу тут преувеличивать реальную статистику, но это дорого очень, это долго, и в максимальный срок, исходя из моего опыта, из наших кейсов, ну, 3,5 года можно продержаться, дорого платить, то есть и учитывая, вот если продолжить мысль и понимая стратегию мысли конструкторов внутренней политики Российской Федерации, Генеральную прокуратуру на фоне проигрыша, то есть у них резко упала статистика по экстрадиционным процессам из Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки. Им нужно восполнять эту отчетность. И вот сейчас, то есть они подготовились.
они подписали соглашение между генеральными прокуратурами о двухсторонних взаимоотношениях. То есть это такая подготовка, теперь они уже имеют доступ ко всем активам, имуществу, ко всем базам банковским, соответственно, структурам Арабских Эмиратов, причем это делается добровольно с обеих сторон. Ну и надо просто додумать, что следующий шаг, что они могут делать. Им нужно бюджет наполнять. Сегодня в Арабских Эмиратах сосредоточены колоссальные деньги. Они об этом открыто пишут. То есть вот Краснов, выступая, генеральный прокурор Российской Федерации, в своем выступлении подчеркивает о том, что это большие суммы денег, и неплохо бы их вернуть, потому что стоимость нефти резко снижается. Поэтому здесь лучше соломку стелить заранее. Стоит ли использовать офшоры? Да, я уже об этом говорил, можно использовать, но грамотно, не как конечную точку, как инструмент внутри структуры. То есть в идеале, вот мы разбираем сейчас, разобрали на примере олигархов российских, они очень эффективную структуру придумали и уже используют порядка 20 лет. Это офшор плюс траст плюс холдинг. То есть управление происходит вообще третьими лицами, и эти фамилии там никак не светятся. И самое главное, что вы должны понимать, офшор обязан обмениваться информацией со всеми банковскими структурами. То есть он по первому же запросу он расходит всю информацию. Как промежуточный этап, да, это хорошо, это эффективно, но ни в коем случае. То есть это кирпич, да, это если условно говорить, это не стена, это кирпич, да, это крепкая история, но это не конструкция. Конструкция это офшор плюс траст плюс холдинг. Иначе это просто флаг на утонувшем корабле. Из плюсов можно сказать, что это офшор это очень быстро, это дешево, это анонимно до первого запроса. Но хорошо работает в составе сложной конструкции, сам по себе офшор это слабый щит. Вот, приведите пример, когда офшор помог, компания BVI. Это компания, которая держала права на программное обеспечение, актив ушел от ареста, да, потом они перевели его в Европейский Союз, по-моему, не буду врать, в общем, Европейский Союз. А что делать, если офшор уже есть, как его укрепить? Значит, первое, необходимо подключить реального директора с подтвержденной репутацией. Подтвержденная репутация сегодня – это легкое успешное прохождение compliance на примерно санкции, то есть не просто compliance как по нему, как специалисту или по физическому лицу, но compliance с точки зрения отсутствия любых отношений с представителями российской власти. И даже любой намек на то, что он завтра может оказаться под санкциями, должен вас отталкивать от такого. Следующее, значит, перевести под холдинг структуру этот офшор, желательно в Европейский Союз. Назначить европейского доверителя управляющего. Вот это может быть юридическое лицо, может быть физическое лицо, то есть это много вариантов. Затем провести юридическую чистку активов, так называемую, то есть подвести под все имеющиеся активы юридическое обоснование, природу и происхождение, хронологию происхождения, если это большие суммы денег, то есть каким образом они там скапливают, накапливаются, и каждая сделка должна быть подтверждена, пусть не первичной документацией, но с тем, чтобы природа происхождения была очевидна, и хотя бы 2 транзакции вошли и были просматриваемы. Значит, следующее, и тут же отказаться. Вот после этих действий необходимо отказаться от использования офшора, потому что сегодня офшор вообще, в принципе, с точки зрения compliance выглядит очень подозрительно. То есть люди изначально ставят перед собой целью задачей уйти от налогов, да. То есть раз человек это хочет это делать, то есть если он уже допускает мысль о том, чтобы сэкономить не в пользу государства, то есть обойти таким образом обязательства перед государством, то есть несложно додумать о том, что он станет использовать и другие уже незаконный способ, поэтому это такая история временная, короткая, да, эффективная мера, но дальше обязательно переходить в нормальные классические конструкции. Правда ли, что национализация в России может коснуться практически любого бизнеса? Абсолютно. Потому что, я повторю, критерии размыты. Значит, в основе лежит постановление России от 23 года номер 4295-Р. Значит, и в нем говорится о том, что подлежат передаче госсобственность актива лиц, находящихся под санкциями, а также тех, кто осуществлял противоречащие интересам Российской Федерации действия. Какие действия могут сегодня противоречить политике Российской Федерации? Их так много, и все так размыто, что, по сути, можно ткнуть пальцем любого абсолютно, но и нет регламента, либо нормативной базы, где бы там, допустим, просто списком были перечислены хотя бы статьи Уголовного кодекса или административные правонарушения, которые подпадают под это. Поэтому абсолютно любого человека можно раскулачить. Какие признаки национализации по-русски? Первая стандартная история. Возбуждается уголовное дело. 159.4. Мошенничество.
но причем сроков давности нет. Это особо тяжкое только по законам Российской Федерации преступление, правонарушение, и срок давности там до 20 лет. То есть мы знаем это дело агрокомплекса Покровский Краснодарского края, когда это в Конституционном суде, то есть они создали прецедент, вот, было принято решение о том, что действия 2002 года, то есть более 20 лет назад, оправдали национализацию, то есть у собственника Андрей Каравайко и второй, не помню фамилию, а у них отняли очень много. То есть это, наверное, один из самых крупных активов, но в сельскохозяйственном секторе России это самый крупный актив, а в принципе из национализированных это один из самых больших крупных активов. Значит, дальше затем они формируют процедуру временного управления через временную госструктуру. Ну, там все уже отлажено у них. И затем актив передается частной компании. То есть мы не знаем ни одного примера, когда отнятый актив остался у государства. То есть поддержали месяц-другой и передают уже через якобы аукцион, передают другой частной компании. И, как правило, это структуры, связанные с властями, ФСБ или с олигархатом. Вот задают вот еще один вопрос. Если я пока ничего не нарушал, меня тоже могут лишить имущества. Да могут всех лишить. Ну, то есть люди всегда во что-то верят, всегда чего-то ждут. Совершенно недорого и небольших затрат по времени и по ресурсам занимает переоформление имущества. То есть это просто, это несложно. Просто надо в этом разобраться. Вот. И надо понимать, что в России нарушение теперь уже не юридический факт, а политическая метка. То есть решение принято, статью подведут, найдут. Вот. Поэтому те, кто кто является релокантом или отказался поделиться, часто бывает, это моя история, отказались поделиться, завели уголовные дела. Ну вот, или там правильную повестку не поддерживают, а надо. Вот, все это люди уже под угрозой. Да и те, кто, допустим, у кого там есть билеты, ну вот, кто считает, да, что у них есть билеты там, да, вот, там договоренность и так далее, это просто вопрос времени, когда вас переведут, если вы поднимете списки, и там несложно догадаться, и видно, и просматривается о том, что эти предприниматели крупных, владельцы крупных активов, у них связи, вплоть до администрации президента. Вот, это их вообще никак не спасло, потому что это Россия. Вот. И в этом случае нет, в принципе нет, для любого, вот так уж если совсем грубо брать, для любого бизнеса нет безопасной страны. То есть, вот бизнес всегда кому-то интересен, либо может войти в сферу чьих-то интересов, либо пересечется какими-то интересами. Поэтому лучше всего изначально формировать безопасную структуру. Вот, идеального момента в этом нет, он был вчера, поэтому тут нужно принимать решения и делать. Вот даже если вы не миллионер, хотя бы один актив, который хотите сохранить, то у маленького бизнеса даже план Б должен быть.